Послушай, если и дальше хочешь бегать пищать своим металлоискателем, говори, где спрятал находку, которую нашел на пляже. Доступно объясняю. А не пошел бы ты нахер. Ау, фашист гребаный! Не лезь больше на мой пляж! Волоки свою сраную хитрую жопу нахер из нашего пляжного городка. Дино Дали ехал по своим делам и, выезжая на горные дороги к югу от Токио, неожиданно увидел заброшенный Porsche 928. Машину оставили гнить в маленьком заросшем палисаднике. Этот 928 стоит перед заброшенным домом с кучей других брошенных вещей, беспорядочно разбросанных по его периметру, таких как холодильник, кровати, газовые плиты и предметы домашнего обихода. Вдобавок ко всему, это вариант S4, более позднее поколение автомобиля, в котором был установлен 4-клапанный 5-литровый двигатель V8 мощностью 320 лошадиных сил. Под дворником была записка от местного автослесаря, рекламирующего свои услуги, но я думаю, владелец этой машины позвонит не скоро, если вообще жив еще. Мужчина из США нашел 10-каратное золотое кольцо с бриллиантами. Городской исследователь посетил таинственный брошенный особняк в Кингс-Лэнгли в Хартфордшире, Англия, и задокументировал на фотографиях все скрытые сокровища дома. Возле особняка в заросшей траве стоят 7 автомобилей, один из них Бентли. Выглядит все так, будто его бывшие жильцы уехали в спешке. Часы, застрявшие во времени, лежат нетронутыми на тумбочке у кровати, а люксовая одежда все еще висит на вешалках в спальне. Ив Сен-Лоран, Гуччи и Луи Виттон. На кухне обрушилась часть потолка. Растение в горшке все еще живо и стоит на подоконнике рядом с телескопом. В огромной ванной комнате есть джакузи. В одной из комнат почетное место занимает пианино в японском стиле, а стопки фарфора стоят на столе в гостиной рядом с белыми диванами. На обеденном столе стоит наполовину законченная партия шахмат, что является еще одним намеком на то, что жильцы дома, возможно, спешно покинули его. Вестибюль был завален нераспечатанными письмами, датированными 2016 годом. Так что, по всей видимости, семья сбежала 9 лет назад. Вещи из химчистки все еще были завернуты в пластиковую упаковку. Похоже, они даже не упаковали сумки. Городской исследователь полагает, что бывшими жильцами были русские, но документы земельного кадастра показывают, что дом принадлежит компании из Дорсета. Возможно, они сбежали обратно в Россию. Дайверы обнаружили в море танк короля Абдаллы. Парни отправились исследовать старый особняк стоимостью $5 миллионов, который гниет в лесу. Он принадлежал богатому адвокату, который, к сожалению, скончался. Он жил здесь со своей семьей до середины 2000-х годов. Когда дети уехали, его поместили в дом престарелых. Теперь дом заброшен и все осталось позади, включая его тюнингованный корвет в гараже.
Quartet is chilling me. Nice call. It's cool chess pieces. Дом полон личных вещей, антиквариата и семейных фотографий. It's time to all choose your timeline on the roller coaster of life. Oh, you seem to easily forget how to place your bet. When everyday life gets you down, you gotta steal the crown. Got to own it. Don't bitch and moan about it. Бутылка пива так и осталась невыпитой. А сегодня, в завтрашний день, to all choose your timeline with the roller coaster of life. Roller coaster. I want to go down the rabbit hole, down the rabbit of life. And now it's about to leave. Oh, roller coaster. Oh, roller coaster. В Южной Калифорнии парень обнаружил кладбище брошенных Porsche 928 в количестве 13 штук. От ранних 4,5-литровых машин без спойлера до поздних 5-литровых S4 с гладкими бамперами. Их заметил Стив Роудс, когда искал места для съемок телешоу Westworld, около старого карьера к северу от Мур-парка в округе Вентура. Судя по пыли, выцветшей краске и отслаивающемуся лаку, все они там уже давно. Как выяснилось, в этих Porsche есть владелец, который, к сожалению, не заинтересован ни в их восстановлении, ни в продаже, кроме как дать им здесь разложиться. Погружение к британской подводной лодке «Персей», которая затонула 6 декабря 1941 года во время Второй мировой войны между греческими островами Кефалония и Закинтос после столкновения с итальянской миной. Субмарина находится на глубине 52 метра и была найдена в 1997 году группой греческих водолазов.
Городской исследователь из Оклахомы отправился исследовать заброшенное похоронное бюро, где много всего осталось, включая прах 2 людей и кадиллаки-катафалки. This is the office. It smells abandoned like crazy. Oh my, look at that. That's amazing. $14-летний Билли Рид нашел на пляже Джуно $1500. I was really surprised. Money? Билли ученик 9 класса. Он участвовал в благотворительном походе в поддержку аутистов, организованном Ассоциацией подросткового гольфа. Когда он взглянул на песок, то увидел стопку денег, которая была наполовину закопана. Билли мог бы оставить деньги себе, но принял решение отдать полиции. Сенсационная находка в Иудейской пустыне. Тайник с 4 1900-летними прекрасно сохранившимися римскими мечами был обнаружен в расщелине пещеры в природном заповеднике Эн-Геди. Похоже, что оружие было спрятано иудейскими повстанцами после того, как они были захвачены у римской армии в качестве трофея для повторного использования. Длина лезвия 3 мечей составляла 65 сантиметров, а 4-й длиной около 45 сантиметров. А на этом все. Подписывайтесь на канал Взрыв Мозга. Интересное рядом. Пока.